Конечно же, покажу свою статистику, покажу свои личные кабинеты и поделюсь своим личным опытом, ведь в интернете я работаю с 2004 года, а мне есть что вам рассказать. Погнали! И, конечно же, небольшое вступление обязательно нужно сделать. Сейчас многие думают, что заработать деньги в интернете достаточно нажатием одной кнопки. К сожалению, это не так. То есть у меня есть опыт, я много способов перепробовал на данный момент и понимаю, что за большими доходами всегда есть большая работа. То есть стабильно, постоянно что-то нужно делать, чтобы доходить до результата. И вот сегодня мы рассмотрим самые лучшие способы, которые я на себе проверил, и более того, в этом году я их буду применять и активно развивать, потому что я понимаю, что они сейчас работают. И, конечно, самый лучший способ — это когда вы продаете свои навыки. Вот запомните, то есть если вы ищете стабильные доходы в интернете, то самое лучшее — это зарабатывать на своих навыках, то, что вы умеете делать. Ну, например, я программист, я могу создать веб-сайт, я могу зарегистрировать хостинг, купить доменное имя, все это связать, да, чтобы у человека, у бизнеса, у предпринимателя появился свой ресурс в интернете. Подумайте, что вы можете сделать. Напоминаю, что это самый лучший способ, как зарабатывать в интернете деньги качественно и постоянно. То есть выписывайте, прямо в комментариях можете написать, думаю, кому-то, может быть, это будет даже интересно и полезно, да, если кто-то там занимается переводами, кто-то дизайном, то вы всегда сможете найти себе заказчика, потому что платформы развиваются, сайты развиваются, ресурсы в интернете развиваются, и неважно, даже у вас может быть не интернет-профессия, может быть вы плотник, вы делаете красивые вещи из дерева, вы тоже сможете найти здесь клиентов, потому что через интернет можно выходить на целевого клиента, на заинтересованного клиента, кому необходим ваш товар, ваша услуга. И об этом я весь этот год буду рассказывать. Предыдущие года тоже рассказывал про интернет-маркетинг. Как выходить на клиентов, как общаться с ними, как брать заказы. И, конечно, чтобы не пропускать такие ролики в новом году, обязательно подписывайтесь на канал. И это был первый способ, когда мы с вами применяем свои навыки, свой опыт для того, чтобы заработать деньги. Это самый лучший способ, чтобы зарабатывать. Дальше, конечно, мы с вами будем уже масштабировать это, нанимать сотрудников, чтобы успевать делать больше работы за меньшее время. Заходим в личный кабинет, здесь аналитика. Дальше мы видим доходы за последние месяцы, вот декабрь 2021 года. Мы видим, что удалось заработать $1250. Как вы видите, просмотров у меня не так уж и много. Вот в марте 2021 года было 440 тысяч просмотров. В декабре 329 тысяч, это суммарно по всему каналу. И мы видим, что эти просмотры принесли более $1000, да. Конечно, вы можете посмотреть статистику любого канала в интернете, если вам это интересно и хотите посчитать, кто сколько зарабатывает, то примерно, ну условно можно просчитать это, да, вот заходите в Social Blade, здесь вот статистика моего канала. Мы видим, что каждый день есть просмотры, то есть тот или иной ролик смотрят. Если есть просмотры, значит там прокручивается реклама. Как вы заметили, перед просмотром или во время просмотра обычно появляется реклама. И за это авторам YouTube выплачивается вознаграждение. И мы видим, что у меня не так уж и много каждый день. Там по 20 тысяч иногда бывает, по 10, по 12, по 9. Сейчас Новый год вот был, тут 4, ну сейчас 6. Вот начинают все просыпаться после Нового года и продолжают смотреть видеоролики. Да, опять же, это мне плюсом, потому что чем больше просмотров, тем больше удается заработать. И вопросы, а на какую же тему? Да, потому что мы понимаем с вами, что инвестиции дороже всех оцениваются, бизнес-тематика, там цена за 1000 просмотров CPM там бывает 2, 3, бывает $10. В игровой тематике это $1, даже меньше. И что сделать? Да, конечно же, я здесь рекомендую. Вот я на YouTube с 2014 года, 7 лет моему каналу. У меня есть вторые каналы, где я развиваю там дополнительные. Но что я могу точно сказать? Начните с той темы, которая вам нравится. Вот это самое главное, потому что когда вы только начинаете, у вас должна быть мотивация. У вас должно быть желание делать, потому что результаты придут не сразу.
И чтобы у вас это не угасло через месяц, через два, потому что нет подписчиков, нет просмотров, типа, зачем я этим занимаюсь, да? Вы делаете то, что является вашим хобби. Вы, например, рыбалкой занимаетесь, ездите на рыбалку раз в неделю. Так начните об этом канал, и у вас есть основная работа, отлично. Но вы можете сделать канал про рыбалку, про свое хобби и периодически снимать, потому что самое главное это начать действовать, начать делать что-то, развивать свой проект. Никто не говорит, что за месяц вы станете популярным блогером и будете зарабатывать $1000, $10 000. Я, наоборот, вам говорю, что такого никогда не будет. Поэтому нужно использовать это как хобби. Потихонечку начинайте развивать свой канал, себя, контент улучшать, общайтесь с аудиторией, и через какое-то время, у всех по-разному, поэтому я срок не хочу называть, да, может пройти полгода, год, может 2 года, но за это время вы почувствуете, что вы уже стали в этом разбираться. У вас будет основа, от которой можно будет оттолкнуться и уже начать закупать рекламу, делать коллаборации с другими блогерами, искать дополнительные способы продвижения, и они будут наиболее эффективные, потому что у вас уже будет фундамент на вашем канале, и вы сами уже почувствуете в себе силы, что вы можете что-то делать. И точно так же у меня есть второй канал фрилансер, который приносит мне до сих пор доход, хотя я там уже 4-й месяц не размещаю ничего. И это, можно сказать, пассивный доход, да, потому что просмотры, они не сразу угасают. То есть мы загружаем определенное количество роликов, я рекомендую там 2-3 ролика в неделю, они индексируются органической выдачей Ютуба, они попадают в рекомендации, в поиск, они все у Ютуба и Яндекса появляются и выходят на потенциального зрителя, который может быть заинтересован в этом материале. И после такой работы вы выйдете на реальные доходы и будете зарабатывать на площадках. Может быть это YouTube, может быть TikTok, Instagram, Яндекс.Дзен. Эти платформы, они способствуют тому, что там можно зарабатывать, если вы создаете большое сообщество. И об этом я тоже говорю на своем канале. Чтобы не пропускать ролики, подписывайтесь обязательно. И здесь я плавно перехожу к еще одному способу заработка, это партнерские программы. То есть, когда мы с вами продвигаем чьи-то товары, чьи-то услуги. Вот эти 3 способа, сейчас мы более детально поговорим про партнерки, да, я покажу свои доходы, покажу, какими партнерками я пользуюсь. Они реально эффективны. Поймите, что самые стабильные и большие доходы только там, где есть какая-то работа. Когда вы оказываете услуги, продаете товары, вот где большие доходы. Когда вы развиваете площадки, у вас есть большое сообщество, и вы можете интегрировать туда рекламу, вот где большие доходы. И также партнерские программы. И вот сегодня в ролике я вам показал эти способы, показал свои доходы, часть каких-то сервисов, да. И это моя история, это моя деятельность, да, как я зарабатываю в интернете. Но если вам не хочется этого всего делать, я вас могу огорчить, потому что в интернете легких денег не бывает. То есть нет кнопки бабло, на которую вы нажимаете, и вам начинают деньги из монитора сыпаться. Но это все сказки, это мультики. Начните думать уже разумно. Начните уже понимать, что деньги легко не даются. И если мы с вами хотим создать себе стабильный, большой источник дохода, нужно пахать. Нужно пахать и использовать ресурсы, которые в данный момент работают. Я, конечно, понимаю, что на YouTube сейчас есть миллионы роликов, где показывают. Нажми на эту кнопку, у тебя на карточку сразу 1000 рублей. Нажми на 2 кнопки на телефоне, у тебя будет 10 000 в день. Но, ребят, это же бред. То есть просто нажимая кнопки, у вас не получится зарабатывать. Тем более качественно, стабильно и много. А я вам говорю своей подачей, показывая, что есть отличные способы заработка, но там надо работать. Может, кому-то это не понравится, да, но в чем тут преимущество? Вы же можете как дополнительный источник дохода это использовать. Днем вы на своей работе, вечером вы часа 2-3 уделяете данным способом заработка, может быть, еще какие-то найдете у других блогеров, но
не забрасывайте, действуйте каждый день помаленьку, и тогда у вас будут результаты. Я с 2004 года каждый день работаю в интернете. Я столько шишек уже набил, но все сводится к одному, что нужно использовать качественные платформы для того, чтобы зарабатывать большие деньги. Если вдруг у вас будут какие-то вопросы по заработку, вы можете задать их в комментариях прямо вот под этим видео. Буду отвечать. Также делайте репост этого видеоролика, чтобы ваши друзья посмотрели. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Все в ваших руках. Если вы хотите зарабатывать в интернете, то вы сможете это делать. Главное, пусть будет желание, а потом ставьте цели и начинайте двигаться. Если видео было вам полезным, обязательно поставьте свой лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. А с вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч, пока. Пока.